choice. Выбор. Привет! Привет. Почему тебя нет до сих пор? А вот, теперь вижу. Ну как ты там? Да все хорошо. Как вы устроились в Америке? Неплохо. А если по порядку, то как приехали, сразу подали документы на грин-карту. Сказали, будет в феврале. Потом была свадьба мамы и Майкла. Ну, ты видела фотки. В ноябре отпраздновали мой день рождения, теперь я взрослая для США. Учусь в колледже, Филипп пошел в американскую школу, играет в баскетбольной команде. Короче, привыкаем к новой жизни. Ну, а у мамы жизнь изменилась кардинально. С утра до вечера. Работа, планы, конспекты, дети, ученики. Здесь совершенно другой образ жизни, потому что здесь я в основном домохозяйка. Если бы я давно уже хотела попробовать себя в этом качестве, потому что последние несколько лет я уже забыла, что такое дом. Потому что для меня дом был это школа. По России не скучаю. Я общаюсь с родителями по скайпу несколько раз в неделю. То есть как-то новости я все знаю, а вот скучать по какому-то месту, вот такого нет здесь. Дом – это моя гавань. Здесь я ощущаю себя как дома. Здесь мы говорим на русском. Но когда я куда-то выезжаю, я себя ощущаю туристом, чем американкой. И американкой не знаю, смогу ли я себя когда-нибудь по-настоящему ощущать. Потому что весь багаж, вот история, культура, Россия – это мое. Американская история – это чуждо для меня. Поэтому я пока здесь пришелец. Майкл изменил ее представление об Америке и американцах. Мама учит Майкла русскому, а он ее английскому. Успехи в русском языке у Майкла уже неплохие. Мать. Must. Mark. Can you imagine your life in Russia? Yes, You moved. I can. Yes, so I am married to a Russian woman. Моя жена Natalia da Lubutibер. So I come to Russia 5 times. Как сказать по-русски 5? Не знаю. But so I come to Russia 5 times, and yes, I know Russia better than most Americans. St. Petersburg, Volgograd, Russia, Armavir, Krasnoдар, Sochi. Да. But Russia is still many things I must learn about Russia still. But can I imagine Russia? Yes, I can. Да. Представить американца в России. Можно быть туристом, но жить в России – это странно. Слушай, ну я знаю американца, который вот уже 20 лет живет в Москве. Он приехал в Россию еще когда студентом был, влюбился здесь в девушку и остался жить. Ну, на самом деле много неизвестности, много слухи, слышал. Я на самом деле приехал на 1 год и хотел как-то посмотреть, но сразу познакомился с будущей моей женой, и это все изменил, и мы тогда решили остаться здесь надолго. Поэтому вот, планы были неопределенные, но за 1 год получилось, что судьба показала, что Россия – это для меня. Я понял, что люди в России очень открытые, очень душевные, и мне сразу это очень понравилось. Легко было найти контакт с людьми, и очень часто люди приглашали их к себе, или домой, или в баню, или, мне очень понравилось это в России. Я, наверное, люблю ехать в Америку отдыхать, но жить в Америке, как-то мне Россия запала в душу. Мы с женой возвращаемся из Штатов, и самолет приземляется, я смотрю на жену и говорю, мы дома. Для меня Салтыковка уже стала. Ну, с любимым и рай в шалаше. Слушай, ну у тебя же у самой жених есть. Как он тебя отпустил на полгода, тем более в другую страну? Ну, это всего на полгода. Это стажировка и возможность получить грин-карту. Женя говорит, что США – это большие возможности для нашего будущего, а полгода расставания – достойная плата за это.
Ну, а что, в России разве нет таких возможностей? Возможности, может быть, и есть, но шанса реализовать себя мало. Недавно на Ютубе я наткнулась на блог семейной пары Антона и Насти Рожковых. Они окончили университет в Москве и продолжили обучение в США. Мы договорились об интервью в Иллинойском университете, где учатся и преподают Рожковы. Настя и Антон рассказали о том, что значит для них жизнь в Чикаго. Я хотела жить в большом городе, чтобы быть поближе к каким-то культурным, общественным движениям, чтобы чувствовать вот этот ритм. А Чикаго как раз из таких. В этом плане, да, он очень похож на Москву, то есть здесь и театры, и музеи, и различные там концерты, фестивали, то есть здесь есть все. Практически вот переезд как раз благодаря этому из Москвы в Чикаго не был таким вот очень сложным. То есть мы переехали, по сути, из большого города в большой город. У меня нет в голове такой мысли, что я приехала сюда на всю жизнь, здесь и останусь. То есть я приехала сюда учиться, а что будет дальше, я пока не знаю. Я даже себе не могу ответить на этот вопрос, где я окажусь. Я не знаю, буду ли я жить в России, буду ли я жить в Америке, или, может быть, где-то еще, что может быть даже более вероятно. В плане Америка, она более открытая. То есть сюда стремятся люди, и тут, так сказать, лучшие в своих отраслях, вот они здесь. То есть, что касается urban planning, то есть здесь это одно из самых таких передовых исследований, вообще все происходит здесь. То есть в этом плане Америка там, на порядок впереди, чем, например, Россия. Несмотря на насыщенную жизнь в Чикаго, Настя и Антон поддерживают связь с домом. Для них Америка – это жизненный этап, главная цель которого – получить образование. Вопросы, типа, хорошо ли тебе живется здесь? Я говорю, да, мне очень хорошо здесь живется. А хорошо ли тебе жилось там? Я говорю, да, мне там тоже очень хорошо жилось, потому что для меня важно не столько, где ты живешь, а вот как ты живешь и с кем ты живешь. А я вот знаю американца, он приехал 7 лет назад в Россию из Чикаго и находит в Москве возможностей больше, чем в Америке. Я не русский. Я американец, который живет в России. Потому что я чувствую себя здесь как человек из Запада. Может быть, не из США именно, а из Запада. У нас есть другой культуры, поэтому для меня это как человек, который в джунгле, да, он как эксплорер, такая. И он знает, что он не часть джунгла. Но для него, если он был бы часть джунгла, не было бы интересно для него. Я помню первый раз, когда мне было 12 лет по ребенком, я познакомился с несколькими людьми из России, они были музыканты, и мы собеседовали с ними, и очень интересно для меня, и стало для меня как желание. Это очень интересно, я хочу учить язык. До этого я очень читал много историй о России, поэтому Россия была очень страшной для меня, но с другой стороны, это было очень как дикий, как, интересно. Вот понимаете, запрещено, поэтому мне интересно. Люди не сказали нельзя. Мне друзья, нормально, Россия, просто нельзя. Значит, однажды туда, может быть. Поэтому, может быть, из-за этого, скорее всего. Знаете, как жить в другой стране, это как быть в отношениях с девушкой. В том, что у вас есть вот этот период, как все как идеально, все хорошо, а потом начинаете видеть вот это минусы тоже. Для России я видел больше минусов первые, а потом плюсы, а потом и то, и то, и то, и то. А потом, спустя как конкретно период, вы преодолеваете и принимаете эти минусы и плюсы, понимаете? Вот я был в США, я вернулся, я уже был в России до этого как 6-7 лет, это было летом. Я вернулся. Я девушка, красивая, в магазине смотрела на меня. Я сказал, а потом, я забыл, что я в США. Вы понимаете, что она сделала быть вежливой. С людьми, которые я знаю, здесь легче. С людьми, которые я не знаю, легче в США. И сейчас 99% друзей, они из России, поэтому это так, как я хотел сначала. Дарья Филиппова, закончив школу в Петербурге, стала участником программы Work and Travel. Данная программа позволяет студентам работать в сфере обслуживания США и путешествовать по Америке во время летних каникул. Мне всегда очень сильно хотелось поехать в Америку, и я приехала в Калифорнию, попала в город Сан-Диего,
и влюбилась с первого раза. Мне все очень сильно нравилось. Мне казалось, что лучшей страны просто нет. Это прям моя мечта. Хочу остаться здесь жить. И я никогда в своей жизни, наверное, не видела океаны. Меня это произвело вообще колоссальное впечатление. Мне казалось, что вот это место, где я хочу жить, где я хочу развиваться, где я хочу расти. И это был просто мой, не знаю, самый, наверное, запоминающийся вообще опыт за границей, в Россию. И у меня, наверное, была депрессия на протяжении, наверное, нескольких месяцев, потому что я вернулась в Петербург, когда был октябрь, когда мне нужно было сдавать какие-то долги, которые у меня остались. Люди не улыбались, все было так серо. Как так можно жить и почему я должна остаться здесь, если есть какая-то совершенно другая жизнь в другой стране, у меня есть все возможности для того, чтобы переехать и попробовать начать что-то другое. После окончания Российского университета Даша вернулась в Америку, но уже дипломированным специалистом сферы гостиничного бизнеса. Устроилась помощником менеджера в одном из люксовых отелей горнолыжного курорта Колорадо. Стажировка закончилась, Даша должна была вернуться домой. Я очень долго, не знаю, металась по поводу того, оставаться мне или нет. Когда подходила к концу моя программа, я купила себе все равно билеты в Россию и должна была приехать немного отдохнуть в Москве и потом возвращаться в Санкт-Петербург, искать работу. Я помню, что я долетела до Нью-Йорка, была в аэропорту, ожидала того, что и звонила своим родителям. Вот, сейчас будет мой вылет, буквально через час, что же мне делать и как же мне быть. Но в последние буквально 15-20 минут, когда стали объявлять мой самолет, я решила, что я хочу купить билеты на Майами и прилететь обратно. О том, что я не хочу улетать домой, о том, что я хочу остаться и попробовать что-нибудь добиться в этой стране. Поэтому я позвонила позже своим родителям и сказала, что я не села. И мои родители меня поддержали и сказали, что это правильное решение, мы в тебя верим, и у тебя все получится. Да. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they forgive